Сегодня у нас расклад, что тебе нужно узнать прямо сейчас. Первая карта будет, что происходит в твоей жизни прямо сейчас, на что тебе стоит обратить внимание, что ты игнорируешь или недооцениваешь. Это вторая карта. И третья карта, что тебе нужно сделать дальше, чтобы продвигаться вперед. И давайте откладывать не будем, начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Луна, маг и звезда. Прям все старшие арканы. Ну смотри, что происходит в твоей жизни прямо сейчас, да, и на что тебе стоит обратить внимание. И сейчас в твоей жизни наступил такой период, когда вот многое кажется неясным, да, запутанным. И Луна указывает, что твои эмоции, они переполнены. И ты ощущаешь вот внутреннее беспокойство, да, неопределенность. Тебе кажется, что вокруг там слишком много тайн, да, скрытых мотивов. И это вызывает у тебя тревогу. И твоя интуиция, она сейчас особенно обострена. Ты вот ощущаешь тонкие вибрации, да, и настроение у людей вот вокруг. Даже если они там не выражены, ни на лице не написано, ничего не предвещает. И это приводит все к тому, что ты чувствуешь вот чужие эмоции как свои. И вот это сбивает тебя с толку. Стоит обратить внимание на свои сны, на свои предчувствия. Они сейчас несут важные подсказки вот о том, что происходит на самом деле. И сейчас важно признать и принять вот свои глубокие чувства, да, даже если они тебе кажутся там иррациональными. Ты можешь столкнуться вот с внутренними страхами, старыми какими-то ранами, которые вот всплывают на поверхность. Не игнорируй эти эмоции. Они требуют твоего внимания и требуют исцеления. Твоя душа просит тебя вот заглянуть внутрь себя, да, разобраться с тем, что скрывается в глубине. И также обрати внимание на то, что вот кто-то рядом с тобой не полностью откровенен. Человек выглядит, на первый взгляд там все по-хорошему, да, вот запутался. Человек хочет якобы сделать тебе добро, но все не так, который рядом. Поэтому доверься своей интуиции, потому что тебе как раз это и говорит твоя интуиция, что что-то не так. Не принимай все действия, там все ситуации, которые в твоей жизни творятся сейчас, все за чистую монету не принимай. Твоя способность чувствовать правду, она вот поможет тебе избежать там заблуждений, да, и принять правильное решение. Вторая карта — это что ты игнорируешь, да, или недооцениваешь. И у нас маг. Ты недооцениваешь свою собственную силу и способность влиять на все обстоятельства, которые творятся. Потому что маг говорит о том, что у тебя все есть. Инструмент, талант, чтобы вот изменить свою жизнь так, как ты хочешь. Ты обладаешь уникальными способностями, которые позволяют тебе проявлять свои желания в реальности. Но ты этого не замечаешь, или не веришь в это. И ты игнорируешь тот факт, что именно ты создатель своей судьбы. Ты ждешь, что там кто-то другой придет, кто-то там другой решит твои проблемы, покажет тебе путь и так далее и тому подобное. Но на самом деле ответ внутри тебя. Ты обладаешь интеллектом, творчеством, волей, чтобы преодолеть эти препятствия. Пора взять ответственность за свою жизнь, да, и начать действовать. И ты недооцениваешь свое влияние на других людей. Твои идеи, твои слова, они могут вдохновлять и мотивировать окружающих. Но ты этому значения не придаешь.
Твоя энергия, она притягивает возможности, ресурсы, необходимые вот для достижения целей. Поэтому не бойся проявлять инициативу и предлагать свои решения. Твои способности, они будут оценены, понимаешь? И ты упускаешь возможности вот из-за сомнений в себе и страха, вот из-за страха перед неудачей. Но маг нам что говорит? Риск – это часть пути к успеху. И у тебя все есть, чтобы вот преуспеть. У тебя есть знания, у тебя есть опыт, интуиция, желание. Поэтому не позволяй сомнениям останавливать тебя. Верь в свои силы, и ты увидишь, как мир вокруг начнет меняться. Понимаешь? Что тебе нужно сделать дальше, чтобы продвигаться вперед и звезда? Тебе необходимо восстановить веру в себя, веру в свои мечты. Звезда, она вот советует открыть свое сердце там, для надежды, для вдохновения. Отпусти там прошлые разочарования, какие-то свои негативные убеждения, которые вот тебя тянут назад. Настало время смотреть вперед, причем с оптимизмом, и верить, что все возможно. Начни уделять внимание своим истинным желаниям, своим истинным стремлениям. Позволь себе мечтать без всяких там ограничений и слушай голос своей души. Твои мечты — это путеводные звезды, вот, которые указывают тебе направление твоего жизненного пути. Поэтому запиши свои цели, да? То есть визуализируй их и начинай делать шаги к их реализации. И очень важно заботиться о себе и своем внутреннем мире. Прям максимально. Творчеством займись, сходи к косметологу, вот займись собой. Это все поможет тебе восстановить свой внутренний баланс, да, связь с собой. Окружи себя там красотой, гармонией, проводи вот время больше на чистом воздухе, да, на свежем воздухе. Погуляй по природе, если есть такая возможность. Или погуляй там, где вот где тебе радостно, да, и спокойно. И, конечно же, не забывай о том, что ты не одна. Звезда вот указывает на возможность получить поддержку от Вселенной и людей вокруг тебя. Поэтому вот откройся для общения там с друзьями, с единомышленниками. Поделись там своими идеями, планами. Ты вот можешь найти вдохновение и вот помощь там, где ты совершенно не ожидала. И вот вера в лучшее будущее, да, оно привлечет в твою жизнь вот положительные перемены и новые возможности. Тебе нужно довериться своему внутреннему свету и следовать за ним. Не бойся идти вперед, даже если путь тебе там не всегда ясен. Твоя надежда, твоя уверенность – это ключики к успеху. Ну и, соответственно, исполнению всех твоих желаний. Подписывайся на канал, обязательно жмякай на колокольчик и помни, что дед рядом. И мы переходим ко второму варианту. Дьявол. Восьмерка мечей. И туз кубков. Ну смотри, первая карта — это что происходит в твоей жизни прямо сейчас, да, на что тебе стоит обратить внимание. Ну, по дьяволу сейчас ты оказалась в ситуации, где тебя вот связывают нездоровые привязанности, ну или зависимости. Дьявол говорит, что ты вовлечена в такие отношения, да, ну или обстоятельства, которые негативно влияют на тебя. Это токсичный роман с человеком, который манипулирует тобой и использует твои чувства в своих интересах. И ты чувствуешь себя плененной этими отношениями. Но ты не видишь выхода, ну или боишься сделать шаг к освобождению. И тебе стоит обратить внимание на то, вот как эта ситуация истощает твою энергию, разрушает твою самооценку. Скажешь не так, все так.
Ты позволяешь другому человеку контролировать твою жизнь и твои решения, отказываясь там от своих желаний, от своих потребностей. Ты боишься одиночества или там осуждения, поэтому ты продолжаешь оставаться в этих отношениях, даже зная, что она приносит тебе боль. И дьявол еще указывает на материальные зависимости, да, на вредные привычки. Ты поглощена там работой до такой степени, что забываешь о своем здоровье, о близких и так далее. Ты ищешь, возможно, утешение там в привычках, да, вредных. Ну, там, алкоголь, переедание или вот другие способы избежать реальности. И это ведет к еще большему чувству пустоты и неудовлетворенности. Важно осознать, что ты находишься в ловушке, которую создала сама и в которую вот позволила себя затянуть. Понимаешь? Признание того факта, что ты в токсичных отношениях, это первый шаг к освобождению. Тебе нужно заглянуть правде в глаза и понять, что продолжение в том же духе, да, оно приведет лишь к дальнейшим страданиям. Что ты игнорируешь или недооцениваешь, 8 мечей. Ты по этой карте недооцениваешь свою способность выбраться из этой ситуации. 8 мечей, она показывает, что ты чувствуешь себя беспомощной, да, скованной. Но на самом деле ограничения существуют вот только в твоей голове. Ты веришь, вот, что у тебя нет выбора, да, или что ты не можешь ничего изменить, но это не так. Твое нежелание видеть альтернативы и страх перед неизвестным держат тебя в плену. Ты игнорируешь тот факт, что вокруг есть люди, готовые помочь тебе. Ты изолировала себя, думая, что никто не сможет понять или поддержать тебя. И вот эти твои негативные мысли, твои сомнения, они создают иллюзию безвыходности. Ты боишься принять решение, опасаясь последствий, но на самом деле бездействие причиняет тебе еще больше вреда. Понимаешь? И ты еще недооцениваешь свою внутреннюю силу и способность справляться с трудностями. Ты забываешь о прошлых победах, да, там, о преодоленных препятствиях, которые были в прошлом. Твои сомнения, твоя неуверенность, они мешают тебе видеть собственные ресурсы и собственный потенциал. Ты способна на большее, чем ты думаешь, и это время напомнить себе об этом, понимаешь? Что нужно сделать дальше, чтобы двигаться вперед? Туз кубков. Тебе нужно открыть свое сердце для новой любви и для исцеления, конечно же. Туз кубков, он советует отпустить прошлое и позволить себе начать сначала. Сейчас время наполнить свою жизнь вот положительными эмоциями, радостью, там, духовным обновлением. Прими решение разорвать токсичные связи и направь свою энергию на то, что приносит тебе счастье. Начни заботиться о себе. Займись вот тем, что вдохновляет тебя, радует тебя. Там, займись творчеством, найди себе хобби. Проведи время с подругами, там, с семьей и так далее. Откройся для новых знакомств и отношений, основанных на взаимном уважении, а не то, что у тебя сейчас. Твоя душа, она жаждет вот чистых и искренних чувств. И вот сейчас самое идеальное время, чтобы привлечь их в свою жизнь. И туз кубков, он говорит вот о прощении. Как себя, да, так и других. Отпусти все обиды, все вот эти негативные эмоции, которые тебя назад тянут. Позволь себе исцелиться. Разреши себе двигаться вперед, причем с легким сердцем. Твои эмоции – это источник силы. И вот когда ты позволяешь им течь свободно, да, ты обретаешь внутренний покой и радость. Поэтому сделай первый шаг к переменам. И это может быть там откровенный разговор, да, разрыв отношений или просто там решение поставить себя на первое место. Хотя бы границы вычерчи. Доверься своему внутреннему голосу и доверься своей интуиции. Они направят тебя вот в нужное русло.
Твоя способность любить и быть любимой — это дар. И ты заслуживаешь таких отношений, которые приносят счастье и которые приносят гармонию. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал, если еще не подписано, и оставь обратную связь. Ну а мы переходим к третьему варианту. Рыцарь кубков, влюбленная и тройка жезлов. Что происходит в твоей жизни прямо сейчас, на что стоит внимание обратить, и это рыцарь кубков. Сейчас в твоей жизни появится новый человек, который стремительно войдет в твое сердце. Рыцарь кубков, он говорит о том, что вот к тебе приближается мужчина, полный романтических чувств, да, искреннего интереса. Он уже там проявляет к тебе знаки внимания, возможно, пишет сообщения, да, там приглашает куда-то, делает комплименты, старается рядом постоянно быть, да, ну, как можно больше времени. Этот человек очарован тобой и желает построить с тобой глубокие гармоничные отношения. Ты, возможно, заметил уже, как он внимательно там слушает тебя, интересуется твоими делами, там стремится вот поддержать во всем. И его поступки, они говорят вот громче слов. Он может неожиданно там принести тебе пирожок, да, там, возможно, цветочек, там, пригласить там на ужин. Его действия, они наполнены заботой и желанием сделать тебя счастливой. А ты говоришь, это просто друг, это просто знакомый. И вот сейчас важно обратить внимание на его искренность и на то, как вот его присутствие, оно влияет на твою жизнь. Он приносит в нее радость, тепло, чувство безопасности. Его появление в твоей жизни — это не случайность. Это вот знак того, что ты готова к новым отношениям, которые будут основаны на взаимной любви. И рыцарь кубков также про открытие твоего сердца. Ты давно не позволяла себе влюбиться или испытывала страх вот перед новыми отношениями, поэтому его во френд-зону засунул. И вот сейчас настало время отпустить там старые обиды и так далее и дать шанс новой любви. Твоя душа, она готова уже принять вот эти чувства и наслаждаться каждым мгновением. Что ты игнорируешь или недооцениваешь? По влюбленным ты игнорируешь важность выбора, который стоит вот перед тобой в сфере вот личных отношений. Влюбленные говорят, что ты стоишь на перекрестке и должна принять решение, которое повлияет вот на твою дальнейшую жизнь. Ты испытываешь чувства там к двум разным людям, да, к этому, кто френд-зоны, и там еще кто-то из прошлого. И разрываешься вот между желанием сохранить там независимость, да, и стремлением к близости. Недооценивая значение этого выбора, ты задерживаешь свое движение вперед. Ты создаешь внутренний конфликт. Тот из прошлого, которому ты не нужна, вот я тебе так и скажу. И вот этот, который во френд-зоне, который пирожок тебе дарит, так скажем. Ты игнорируешь свои истинные чувства, стараясь там рационализировать ситуацию, да, или там ориентироваться там на мнение кого-то, подруги, например. Ты боишься сделать неправильный шаг, и поэтому ты откладываешь решение. Но отсутствие выбора — это тоже выбор, который может принести к упущенным возможностям и, соответственно, сожаление в будущем. Важно признать свои эмоции. Честно ответить себе на простой вопрос, чего я действительно хочу. Твое вот сердце, твоя интуиция, они уже знают, что тот из прошлого, да, тот, который на тебя внимания не обращает или просто играется с тобой, он ничего не принесет в твою жизнь. А вот этот пирожок приносит. Понимаешь? Ты должна прям вот, как сказать,
задать себе вопрос, чего ты хочешь, также страдать потому, или вот он тут рядом пирожок носит. Что нужно сделать дальше, чтобы продвигаться вперед? Ну, соответственно, тебе нужно принять решение по тройке жезлов, да, и начать действовать, направляя свою энергию на достижение поставленной цели. Тройка жезлов, она советует тебе вот определить свое направление и уверенно двигаться вперед. И вот после того, как ты сделаешь выбор в сфере отношений, да, важно не останавливаться, а активно строить свое будущее. Я посоветовал тебе этого, который рядом, но я не могу принимать решение за тебя. Поэтому ты сама должна, как сказать, выбрать. И вот сейчас самое время разработать план действий, да, и приступить к его реализации. Если ты решила начать новые отношения вот с человеком, который проявляет к тебе интерес, то вложи свои усилия в развитие этой связи. Организуй там совместную прогулку, да, обсуди с ним там общие цели, мечты, работай над укреплением доверия, да, взаимопонимания. Если твой выбор связан с тем, то, соответственно, да я не хочу говорить тебе, чтобы ты страдала дальше. Я не хочу, чтобы ты страдала, поэтому не знаю, что делать. Там сама решайте, что с прошлым делать. И вот обрати внимание еще на вопросы, вот, как сказать... Я не хочу, ты меня, я потерялся. Я хочу тебе добра, да, чтобы ты с этим, с нормальным была, а не с тем, с которым который издевается. Но девочки, они такие, что им чего не говоря, они все равно там про прошлого страдают. Поэтому я не буду говорить, что нужно делать в плане прошлого. Поэтому новый человек лучше старых двух. Вот такой у нас был сегодня расклад. Да, я немножко не договорил в плане, что нужно делать, если ты выбор сделаешь по прошлому. Да ничего, страдать дальше, если тебе нравится страдать, и это какой-то мазохизм. Подписывайся на канал, приходи в проживание прорабатывать императрицу, потому что в третьем варианте из императрицы сбежали. Потому что самооценка 0, если они думают о прошлом. И помни, что дед всегда рядом.